Это канал «Творчество для всей семьи». Сегодня покажу, как сделать панно в технике Terra. В этой технике используется природный материал, сухие растения, плоды, ракушки, корни, шишки, крупы. Сегодня буду использовать зимние фрукты – бананы, мандарины, апельсины и хурму. Вернее, не сами фрукты, а то, что мы обычно выбрасываем в мусорное ведро. Заготовки необходимо просушить естественным способом на воздухе или в духовке при температуре 70 градусов. Коллажную картину в технике Terra можно делать на любой плотной основе, например, фанера, ДСП, стекло, очень плотный картон. У меня не нашлось подходящих заготовок для этой работы, и я решаю проблему с помощью обычного картона от коробки. Заготовка для основы готова. Не совсем. Ее нужно как следует защитить от проникновения влаги. Приклеиваю на заготовку фольгу. Плотно оборачиваю картон фольгой и закрепляю скотчем. Теперь можно работать. Базой для работы в этой технике является шпаклевка. Шпаклевка наносится на основу при помощи шпателя или мастихина. При желании можно создать фактуру. Быстрыми хаотичными движениями рисую вензеля. Особенность техники Terra заключается в том, что материалы не наклеиваются на основу, а вдавливаются в раствор, нанесенный на нее. Слой накладываемого раствора может быть как достаточно толстым, так и тонким, как у меня. Все зависит от того, какой материал вы будете использовать. Теперь готовлю раствор, клей ПВА, вода и сухая шпаклевка, так, чтобы получилась негустая сметана.
Аккуратно кисточкой запечатываю все элементы в этот раствор. Далее картину окрашиваем. И тут полная свобода как в выборе красок, акриловые краски, гуашь, акварель, у меня акриловые краски, так и способ их нанесения, может быть даже баллончик, кисти или спонж. Можно создать единый фон на всей картине и поиграть с интенсивностью цвета для различных участков. А можно поверх основного тона прорисовать тонкой кистью детали. Это то, что я хочу сделать сегодня. Сначала окрашиваю фон. Прокрасить нужно таким образом, чтобы краска попала в нижние слои коллажа. Хорошо распределить краску поможет вода. Темно-коричневой краской окрашиваю ветки кожуру банана. Добавляю немного светло-коричневых бликов. На верхние слои веток добавляю белые блики света. Окрашиваю цветы послойно, не просушивая предыдущий слой. Делаю набрызг очень мокрой кистью. Добавляю коричневые брызги.
После высыхания красок панно можно покрыть лаком из баллончика. Но не торопитесь, дайте работе отлежаться. Возможно, вам захочется добавить цвета или наоборот немного его приглушить. Я решила приглушить охрой и белилами синие цветы. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.